Привет! В этом ролике я расскажу вам о том, как создавался перстень-печатка. Реальная печать, которая оставляет оттиск в сургуче, ну или где-либо еще. Для начала создаем трехмерную модель будущего изделия. Берем логотип магазина, чья печать будет на перстне, и делаем его объемную проекцию в 3D редакторе. Чтобы все элементы хорошо были видны на готовом изделии, надо между ними создавать четкие грани. Это придаст печати резкости. Здесь же задаем все размеры будущего перстня с допусками на обработку и усадку металла при литье. Отливать будем в серебре. При остывании заготовка уменьшится на 1-2%. Так как следующим этапом изготовления будет фрезеровка в модельном воске, надо разделить модель на составные части. Фреза – это маленькое сверло, которое режет воск, будет проходить по несколько микрон слой за слоем, снимая воск и создавая тем самым литьевую модель будущего изделия. Получив разобранный перстень из воска, внимательно изучаем его на предмет ошибок и изъянов. И если их нет, припаиваем литники, по которым металл будет поступать в форму. Главное в этом деле не залить рисунок и не деформировать изделие, так как воск довольно мягкий. После этого заготовка заливается специальной массой типа гипса и высушивается. Под действием температуры воск вытапливается из формы, а свободное пространство заполняется расплавленным серебром. На выходе мы имеем серебряную заготовку, которую надо собрать, спаять и как минимум доработать напильником. Так как магазин, для которого делается перстень, специализируется на продаже семян конопли, то художественное оформление его будет включать в себя листья этого растения. Мы нашли красивый листик и обыграли его форму на боковой части печатки. Высота рисунка колеблется от 3 до 0,4 мм. Внутри перстня надпись, которая сообщает, что это печать первого украинского банка семян конопли. Когда все части изделия спаяны, можно увидеть будущий продукт в черновом виде. Далее следует ручная доработка, которая включает в себя шлифовку, удаление погрешностей литья, покрытие серебра слоем черни и полировку.
В итоге имеем приятный для глаза и на ощупь перстень, который еще и выполняет полезную функцию.